Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости из мира российского шоу-бизнеса. Сегодня утром заместитель антикоррупционной команды, известный актер Александр Юрьевич Домогаров, поздравил россиян и сообщил о колоссальной победе комитета среди вышестоящих эшелонов власти, коррупции и преступных элементов российского шоу-бизнеса. Следственный комитет, прокуратура Российской Федерации и команда Никиты Михалкова разрабатывала данную операцию буквально до мелочей и полностью завершила ее сегодня утром. После долгих подготовительных работ сегодня утром в центре Санкт-Петербурга в своем центральном офисе были арестованы известный общественный деятель Валентина Матвиенко и ее сын, известный предприниматель, долларовый миллиардер Сергей Матвиенко. Арест производили сотрудники ОМОНа и Следственного комитета, а также представители команды Никиты Михалкова, известные актеры Александр Новиков, Максим Дрозд и Евгений Сидихин. Глава комитета Никита Сергеевич Михалков заявил, что несмотря на то, что Валентина Ивановна Матвиенко совсем недавно была переизбрана на руководящую должность, Валентина Матвиенко вместе со своим сыном должны полностью ответить за совершенные противозаконные поступки и коррупционные действия. Стало известно, что до сегодняшнего дня Валентина Матвиенко обвинялась по следующим направлениям: получением крупных денежных взяток, злоупотребление должностным положением и незаконное использование финансовых государственных средств. Однако сегодня добавились новые обвинения. Следственному комитету Российской Федерации удалось выявить преступную схему вывода денежных средств, которую использовала Валентина Матвиенко с территории Российской Федерации. При этом ей активно помогал ее сын, известный предприниматель, миллиардер Сергей Матвиенко, который 2 дня назад приехал в Санкт-Петербург, чтобы пообщаться с матерью и решить финансовые проблемы. Стало известно, что данная финансовая преступная схема вывода денег существовала 5 лет. В течение этого времени Валентина Матвиенко вместе с сыном смогли незаконно вывести с территории Российской Федерации более 5 миллиардов долларов, что составляет почти 15% всего валютного запаса Российской Федерации. Никита Михалков и прокуратура Российской Федерации назвали данное преступление самой крупной финансовой махинацией на территории России за последние 20 лет. На данный момент Валентина Матвиенко дает показания в полиции, а ее сын Сергей Матвиенко прямиком был направлен в следственный изолятор Санкт-Петербурга. Надо отметить, что комитет Никиты Михалкова и Следственный комитет Российской Федерации не останавливается на достигнутом. Верные сыны и патриоты России ведут активную борьбу и против других преступных элементов. На данный момент проводятся активные антикоррупционные действия против Дмитрия Пескова, Татьяны Навки, Сергея Шойгу, Константина Эрнста и многих других. Второй заместитель антикоррупционного комитета, министр обороны Российской Федерации Андрей Ремович Белоусов почтил теплыми словами память о знаменитом артисте и члене организации Вячеславе Григорьевиче Добрынине, который трагически ушел из жизни 2 дня назад. Он отметил, что проводы похороны Вячеслава Добрынина состоятся 4 октября в Москве на Троекуровском кладбище. Вечная память замечательному артисту. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.